Всех приветствую! Давно не записывал видео, пора бы посмотреть, что у нас изменилось на рынке криптовалют. Я, естественно, без торговли не сижу, точнее, как сказать, как раз таки я в позиции, но не торгую. Сейчас все идет наверх, все прекрасно, но кроме биткоина. Биткоин завис на одном месте, поэтому прогноз по нему тот же самый. Ждем движения небольшого наверх, и из зоны, которую он достигнет, вполне вероятно, мы пойдем вниз. Давайте посмотрим, что у нас по другим монетам, по эфириуму. Что у нас здесь? Здесь также все идет по плану. Минимальная зона на уровне 2400. Туда мы по плану направляемся. Пока все нормально. Здесь также нечего обновлять. Теперь глянем, наверное, самое интересное. Ого, не может быть. Ripple пришел в зону, которую я отметил. Напомню, кто на канал подписан недавно, что в Ripple мы вот с данных уровней. И после вот этого заходного импульса также я прикупил Ripple и до сих пор его держу. Хоть мы и достигли расчетной зоны, у него здесь индикатор пошел обновлять хаи, и это говорит о том, что движение, возможно, еще продолжится. Давайте посмотрим, что у нас здесь на дневках. Если брать последний, пятый импульс на Ripple, то, как я думаю, будет что-то типа вот такого. Сейчас промерю после первой волны, куда мы долетели. Третья волна у нас очень-очень растянутая. Вот зона, куда мы можем еще раз скорректироваться, но не факт, потому что могут позалетать сюда лишние пассажиры, а Ripple это совсем не нужно. Это совпадает и с уровнем, и с расчетной зоной. Вполне вероятно, можем скорректироваться до данных уровней. Мы до сих пор здесь не получили дивергенцию, объемы у нас растут, а это значит, что движение будет продолжено. И пока завершения третьей волны еще нет. Когда оно проявится, можно будет уже рассчитать более точно расчетную зону коррекции и потом движение в пятой волне. Я свои риплы держу, трейлинг стопы подтягиваю и выходить пока не собираюсь. По прогнозу это наверх. Давайте еще несколько монет посмотрим. ADA у нас скучно стоит на месте, пока даже прогноз не отменен. Dash у нас также по прогнозу дошел зоны, пошел дальше. Вот это самое интересное. Некоторые интеллектуалы под моими старыми видосами пишут, что прогноз не сбылся или еще что-то такое. Да, вполне, может прогноз и не сбыться. Я же вам не Ванга. Но особо веселят товарищи, которые, вот, например, до зоны дошли и дальше полетели. И они говорят: о, прогноз не сбылся. Да он сбылся, даже пересбылся. Цена дошла до нужного уровня. Хочешь выходить, не хочешь выходить, по своей стратегии действуй. Однако же цена идет дальше, и это позволяет вам еще больше заработать. Кстати, в следующих видосах я планирую вставлять дисклеймер. Вот, например, кому хочется, поставьте на паузу, перечитайте. Но суть в том, что думайте своей головой. Что у нас по Дэшу? А по Дэшу у нас также пока движение идет наверх. И первая зона, куда мы достигнем, предположительно, это предыдущий пик. Вот данная зона. Когда достигнем, посмотрим, пересчитаем, что будет график показывать, обновим. Пока вот это. Что у нас можно еще посмотреть? Посмотрим рубль давайте. По рублю мы какой прострел дали. Опять-таки неожиданный, да? Хотя волна 5 уже была давно отмечена. Быстро откупили. Но я думаю, мы пойдем повторять эти уровни и увидим их еще разок как минимум. Примерная зона пятой волны, она вот здесь. Вполне вероятно, мы ее уже зацепили. Но посмотрим, как сейчас цена отыграет. Здесь трудно сказать, была ли это пятая волна, либо это такой глюк ценовой. Но в любом случае, еще раз мы сюда сходим. Индекс доллара у нас опять-таки из той расчетной зоны, которую я отметил, развернулся вниз. И пока идет так, как и планировалось. Должен пойти на перелой. Пока на рынке не видно ничего такого, чтобы это противоречило прогнозу. Посмотрим монетку из комментариев. Комментарий набрал больше всего лайков, и в нем упоминался Dash, который мы уже смотрели, и Tron. Давайте еще посмотрим Tron тогда. Вот он, Tron. Что у нас здесь на нем? По Трону идем покорять новые высоты. Лучше посмотреть, наверное, на другой бирже, где побольше история будет. И это, давайте Bitfinex посмотрим. Да, вот я его уже в 2019 году здесь что-то рисовал. Это убираем на месяцы. Самый близкий уровень это вот здесь. Вот здесь, и дальше уже никаких ориентиров по нему не видно. Так, если смотреть слоев, то вот такая структура образовывается.
Третья волна у нас в растяжение пошла. Опять-таки она еще не завершилась. Вот что-то такое на троне просматривается из волновой структуры. Но опять-таки даже здесь нет завершения тройки. То есть идет растяжение тройки уже в третий, в четвертый раз. Ниже 4-часового графика опускаться не буду, но пока видно вот такое. Если данная разметка верна, то тройку мы, как всегда, опять-таки даже и здесь растянули. Смотрим, куда у нас стремится коррекция. Это вот данные уровни. Совпадает, кстати, с отмеченным уровнем сопротивления. Сейчас мы как раз идем вниз. И велика вероятность, когда мы придем в данную отмеченную зону, можно будет найти разворот и уже строить какие-то предположения и расчеты по поводу уровней следующей восходящей волны. Пока патрона вот такое. Немного корректируемся и продолжаем путь. На этом все. Оставляйте свои комментарии, пишите свое мнение. Интересно почитать иногда. Хочу сказать небольшое завершение обзора. Это то, что сейчас альткоины прут наверх. Биткоин, возможно, будет корректироваться или флетить. Пока так и происходит. В этот момент лучше не суетиться. Если вы в позиции, подтягиваете стопы на случай резкого обвала, чтобы зафиксировать прибыль. Если же вы вне позиции, не входите на хаях, иначе можете прокатиться на сами знаете чем. Еще раз покажу вам дисклеймер и думайте своей головой. Удачной торговли и счастливо!